Сегодня мы начинаем полный демонтаж верхней части дымохода. И надеюсь, за сегодня мы его разберем. Как это будет проходить, буду периодически показывать. Процесс движется потихоньку. Вот уже такое отверстие. Вот из чего состоят стены. Это необожженный кирпич. Это просто какая-то красная глина сыпучая, засыпанная между штукатуркой и этим кирпичом. Ну и с другой стороны, соответственно, изнутри такая же самая история. То есть какая-то красная глина и поштукатурена. И вот снизу эти керамблоки так выглядят. Вот еще покажу чудеса строительства португальского. Вот балка эта, да, лежит бетонная. Она лежит на необожженном керамическом кирпиче. Потом идет прослойка раствора, на который этот необожженный кирпич кладется. Опять необожженный кирпич. Опять прослойка раствора. Ну и так ступеньками. И с двух сторон поштукатурено где-то сантиметр-полтора толщина этой штукатурки. И сверху лежит вся остальная конструкция из керамического блока. Вот так вот. Вот с-под первой перемычки убрали перекрытие, вернее кусок этой трубы. Вот такая история. Теперь дальше будем снимать слой за слоем вот эти вот необожженные кирпичи. И соответственно дальше. Ну, покажу немного, как разбирается эта вся история. Видите, кирпич. В принципе, оно все разбирается руками. То есть инструмент нужен просто подбивать чуть-чуть и поддевать. Вот это все штукатурка, вот она просто лежит слоями друг на друге. Это не так, как кирпичные стены на цементном растворе. Не оторвешь над отбойным молотком или перфоратором. Здесь все намного проще. Большая отвертка и руками. Пока все сгребаю вниз, потом одним махом все оттуда вынесем. Ну вот как-то так. И вот слои, видите, как из чего состоит. Необожженный кирпич, прослойка раствора сухого, опять кирпич, прослойка, ну, в общем, как везде. В таком состоянии уже разобранная наша конструкция. Здесь уже практически до дерева дошли. Под второй обрезанной балкой тоже уже вытащили. Вот они теперь стоят на этой опорке. Но осталось совсем чуть-чуть. И потом нужно будет вырезать новые дырки для поднятия этих декоративных поперечных балок горизонтальных вверх под само перекрытие. И сегодня забетонировать их. Ну а там вот куча мусора, который будем завтра выносить.
Нормально. Здесь вот видно входной брус, потом в стену входит, там оставили зазор для торца, для вентиляции. Это правильно, мы тоже так будем делать, чтобы он не гнил. Мы посмотрим, насколько там пригодно все это дерево. Будем дальше принимать решение. Нет, не видно. Вот так выглядят эти декоративные горизонтальные балки, уже без кирпича. Здесь мы нашли еще гофру замурованную, которая идет в пристройку электричества, розетка и свет. И дальше наша штраба к розеткам. Сейчас будем доставать из стен. Теперь задача вытащить эти балки из стен, почистить их, обработать, сделать такие же отверстия сверху под потолком и туда их вставить. А на место этой тонкой опоры поставить ту, которую мы купили 16 на 16, новую, и подпереть вот сюда под потолок. Этим сейчас и займемся. Так, сняли мы конструкцию деревянную. Вот так теперь эта вся история выглядит. Теперь задача вычистить эти дыры и заделать их бетоном с кирпичом, а сверху сделать новые потом отверстия для вставки на новом месте этих декоративных деревянных элементов. Вот такой окончательный вид на сегодня имеет наш объект. Здесь одну дыру заделали, чтобы она схватывалась и можно было над ней пробивать уже новую. Там вычистили все, завтра заделаем. И после этого уберем вот этот весь строительный мусор. Выбьем здесь внизу новое место под новую опору. В общем-то, будем конструкцию собирать в обратную сторону.
Ну, сегодня большой объем работы сделали. Получилось неплохо. Всем хорошего дня.